Друзья, всем добрый день. Меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале «Вяжите вместе со мной». Сегодня я хочу вам показать, какое платье я только что довязала. Вот такое вот детское платье рассчитано на ребенка от 3 до 5 лет. Платье я вязала за кадром, так сказать, мастер-класс по нему не снимала, но когда связала, посмотрела, оно получилось такое чудненькое, что мне захотелось с вами поделиться. Поэтому я хочу вам сегодня подробно рассказать, сделать, так сказать, подробное описание этого платья, рассказать, как я вязала, сколько петель набирала и для того, чтобы вы смогли тоже, если у вас возникнет желание, связать такое платье. Итак, давайте сначала посмотрим размеры, какие у меня получились. Значит, длина платья, если вот будем мерить от плеча до низа, у меня получилось почти 58 сантиметров. Так, здесь вот обхват, полуобхват груди почти 25 сантиметров. Длина полочки от плеча до талии где-то 20 сантиметров. Ну и соответственно юбочка. У меня получилась длина юбочки 37 сантиметров. Так, вот такие размеры. Ну а теперь давайте подробно я вам расскажу, как я вязала это платье. Значит, вязала я это платье регланом сверху. То есть вот начиная от горловины. Да, еще я вам забыла сказать, что я вязала это платье из пряжи Alize Cotton Gold. У меня осталась вот этикетка от этой пряжи Alize Cotton Gold. Это полухлопок. Так, состав этой пряжи 55% хлопка и 45% акрила. В 100 граммах здесь 330 метров. Это для тех, кто будет вязать из такой же пряжи, как я вязала. Итак, значит, давайте сейчас я подробно вам расскажу о том, как я вязала это платье. Вязала я платье регланом сверху, то есть начинала вязать с горловины, и затем реглан, и спускалась вниз, вязала дальше юбочку. Итак, я набрала на круговые спицы 78 петель и вязала 3 ряда платочной вязкой. Затем в 4-м ряду я сделала здесь первое отверстие для пуговицы. Затем провязала еще один ряд лицевыми петлями, то есть у меня получилось платочной вязкой 5 рядов. Затем я приступила распределять регланные линии. Значит, как распределяла? Первая петелька у нас получилась кромочная, да? Затем 6 петель планка, я ставила маркер. Затем 7 петель, это первая часть спинки. Так, 2 петельки вот эти, это реглан. Затем 11 петель на рукава. Далее опять 2 петли реглан. На полочку у меня вот здесь вот 20 петель. Затем 2 петли опять реглан. 11 петель на рукав. Далее опять 2 петельки на реглан и 7 петель вторая часть спинки, затем 6 петель полочка и последняя петелька у нас осталась кромочная. После того, как я распределила, я вязала вот эту регланную линию, да, продолжала вязать реглан. Но еще вам хочу сказать, что здесь вот по спинке я
через вот примерно 5 сантиметров сделала еще одно отверстие для пуговицы. И вот здесь у меня на спинке сейчас 2 пуговички. Застежка вот такая у меня. Итак, высоту регланной линии я связала, если брать вот от оформления горловины, да, у меня 13 сантиметров регланная линия. На моем канале есть очень подробный мастер-класс по вязанию детского платья. Там есть видео у меня на канале о том, как вязать детское платье, мастер-класс по петельной. И я там очень подробно рассказываю, как распределить вот эти петли, как вяжется простой реглан. Я оставлю ссылку под описанием к этому видео. Оставлю ссылку на мастер-класс, кому интересно. Итак, после того, как мы с вами свяжем регланную линию 13 сантиметров, значит, я далее приступаю вывязывать росток, азиатский росток. Вяжу я его вот здесь вот по спинке. Вот он у меня, вот видите, вот от этой вот регланной линии, значит, от этой регланной линии у меня росток я провязала 3 сантиметра. По рядам я здесь вам сейчас не могу сказать, вот по сантиметрам у меня 3 сантиметра получилось. После этого, как росток у меня связан, я соединяю все свое вязание в круг, добавляю подрезы по бокам. Ну вот здесь я добавила всего по 2 петельки с каждой стороны. Соединяю вязание в круг и вяжу еще вот от подмышек, получается, вот у меня здесь я провязала еще 4 сантиметра. К этому времени у меня на спицах получилось 142 петельки. Если у кого-то вот так будет, я вам говорю, что у меня вот на этом этапе 142 петли получилось. Затем я продолжаю вязать юбочку по кругу. Вяжу я вот таким вот простым, очень простой узор. Схемы здесь даже, я считаю, не нужно. Просто я вам сейчас расскажу, как я его вяжу. Ну, вот так как я вяжу регланом сверху, я поэтому платьишко вот так вот положу, чтобы вам было видно хорошо. Значит, начинаю я вязать узор вот с таких вот отверстий, да, в которые у меня вот потом я продела вот этот шнурочек. Значит, 2 петельки вместе лицевой, накид, 2 петли вместе лицевой, накид. И так вот до конца ряда провязали. Следующий ряд у меня все петли лицевые. И лицевыми рядами, лицевыми петлями я провязываю 3 ряда. Затем один ряд изнаночными петлями. Далее опять идет 3 ряда лицевыми. 5 изнаночные, 3 ряда лицевыми. Изнаночный ряд, 3 ряда лицевыми. И так вот у меня получилось 1, 2, 3, 4 вот полоски изнаночные. После того, как четвертая, 1, 2, 3, 4, да. После того, как четвертую полоску я провязала изнаночными петлями, я провязываю еще 3 ряда лицевыми петлями. Затем опять делаю вот эти вот отверстия, то есть 2 петли вместе лицевой накид, 2 петли вместе лицевой накид. После этого провязываю 3 ряда лицевыми, опять изнаночный ряд, 3 ряда лицевыми, изнаночными и так далее. Вот такой вот простой незамысловатый узор, но смотрится очень хорошо на юбочке. Так, еще хочу сказать, что вы видите, да, юбочка, она у меня идет с расширением, да, к низу, поэтому я делала 3 раза, я прибавляла количество петель, чтобы у меня юбочка получилась пышная. Первый раз я делала прибавки после того, как вот провязала первую вот эту часть узора, да, то есть вот отверстие сделала, затем 4 раза изнаночная петелька изнаночными рядами, и вот в последнем вот этом ряду, вот этот изнаночный ряд, я делала первую прибавку.
как я делала? Я делала прибавку через 6 петель. То есть 6 петель я провязывала лицевыми, делала прибавку. 6 петель лицевыми, делала прибавку и так далее. И вот так вот я делала прибавку 4 раза. То есть вот здесь раз, потом 2, 3. И вот последний у меня вот здесь вот 4-я прибавка. Все. Дальше я довязываю юбочку до конца. Ну, вяжу. Вы можете связать, конечно, не 35 сантиметров. Смотрите, сколько вам нужно длину юбочки. И затем вот закончила низ юбочки платочной вязкой и петельки закрыла. Так, это вот то, что по юбочке. Так, теперь что касается рукавов. После того, как юбочку я связала, я пересняла петли рукавов на спицу и вязала, значит, вот здесь вот у меня хорошо видно, что я вязала лицевой гладью и сделала раз, два, вот видно хорошо, сделала 2 убавки с двух сторон, чтобы рукав не был широким. Провязала я, сейчас мы смеряем, сколько. Так, вот получу, да, 3 сантиметра. И затем я петельки вот здесь вот убавила, чтобы у меня получился вот такой вот фонарик. Убавляла я петли так, значит, лицевая, потом 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной. И так вот все петли убавила. У меня здесь, по-моему, осталось 38 петель. Да, 38. И затем я закончила рукав, как вот манжетик такой сделала, платочной вязкой. Так, вот, друзья, коротко о том, как я вязала это платье. Да, кстати, я вот здесь вот пришила такую стрекозу, для того, чтобы ребенок знал, что это перед. Так, и еще я решила, что платьишко будет хорошо смотреться с пояском. Поэтому я вот еще связала вот такой вот полый шнур. И вот в первые вот эти отверстия я его вдела и завязала вот на бантик. На моем канале тоже есть очень подробное видео о том, как вязать полый шнур, если вы захотите связать платьишко так же, как я, с пояском. Ну вот, друзья, такое вот платье я связала. Платьишко очень красивое, нарядное, вяжется очень легко и просто. Для того, чтобы его связать, вам нужно знать только лицевые и изнаночные петли, как вяжутся эти лицевые и изнаночные петли. И все у вас получится. И еще напоминаю вам, что на моем канале есть очень подробное видео попетельное о том, как я вязала еще одно такое из такой же пряжи желтое платье для девочки от 3 до 5 лет. И там очень подробно я рассказываю о том, как вяжется реглан, как я набирала петли, как я вязала рукава. Есть еще подробное видео, это отдельный мастер-класс о том, как вяжется полый шнур. И все ссылки на мастер-классы я оставлю под описанием к этому видео. Заходите, пожалуйста, и вяжите с удовольствием. Ну и в конце хочу сказать удачи вам, спасибо, что заглянули на мой канал, и до новых встреч!